Друзья, приветствую на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный чизкейк без выпечки с клубничным конфи. Десерт получается стабильный, с приятным сливочным вкусом суфле и ароматом клубничного желе, которое просто идеально сочетается в этом рецепте. Текстура чизкейка очень нежная и стабильная, что является идеальным сочетанием использованных продуктов для получения нужного изделия с четкой прорисовкой контуров и отчетливой цветовой гаммой. Чизкейк готовится очень просто, так как не нуждается в выпечке, что значительно упрощает процесс приготовления. Десерт настоящий находка в категории очень вкусно, это я гарантирую, учитывая, что вы готовите на канале Сладкий Мастер, где все нюансы учтены, а рецепт протестирован. Сразу хочу добавить, что желатин можно порошковывать, творожный сыр комнатной температуры, сливочное масло растоплено, а клубника помыта и очищена. Друзья, все особенности по продуктам с мирными значениями, а также нюансы приготовления вы можете посмотреть в рекомендациях к этой публикации. В песочную крошку добавляю корицу и ванилин. Недолго перемешиваю песочную основу. В качестве песочной крошки я использовал обезжиренное печенье яблочко, варианты песочной крошки дополнительно описал в рекомендациях. Добавляю растопленное сливочное масло, перемешиваю песочную основу, чтобы сливочное масло полностью вмешалось в крошку. Готовая песочная крошка при сжатии в кулаке формируется в песочный ком и при нажатии рассыпается. В разъемную форму 21 см всыпаю всю песочную крошку. Равномерно распределяю крошку по площади формы. Утрамбовываю песочную крошку, прижимая ее к дну формы силиконовой лопаткой. В качестве утрамбовки подойдет любой плоский предмет или стакан. При желании утрамбовать крошку можно просто рукой. Форму с песочным коржом убираю в морозильную камеру. Для приготовления сливочного суфле в сливки всыпаю сахарную пудру. Вымешиваю до получения вязкой сливочной основы. Друзья, в данном рецепте я использовал деревенские сливки с 60% жирности, а потому очень быстро получаю нужную густоту. А вам рекомендую вымешивать на самых низких оборотах миксера, если готовите на покупных сливках жирностью 33%. Обратите внимание, что я вымешиваю до текучего состояния, как сметана или питьевой йогурт. Самое главное не взбить до крема, иначе основа суфле просто отсечется и текстура будет у чизкейка неоднородная. Более подробно, как вымесить миксером сливки до состояния текучего йогурта, я описывал, когда готовил домашнее мороженое. Творожный сыр перемешиваю миксером, чтобы он стал кремовый. Творожный сыр отлично держится на лопастях миксера и имеет кремовую плотность. В воду комнатной температуры добавляю желатин, утапливая его в жидкости. Оставляю набухать примерно 5 минут. Желатин набух, отжимаю от лишней воды. Мерные значения на порошковый желатин я также указал в рекомендациях. Набухший желатин растапливаю в микроволновой печи. Вливаю горячий желатин в творожный сыр. Вымешиваю миксером, чтобы желатин вмешался в творожный сыр. Добавляю всю сливочную основу в творожный сыр. Очень быстрыми и активными движениями перемешиваю массу, чтобы получилось однородно сливочно-творожное суфле. Форму с песочным коржом достал из морозильной камеры и устанавливаю ацетатную ленту внутрь кольца. Вливаю творожно-сливочное суфле в форму. Равномерно распределяю суфле, сглаживая все неровности лопаткой. Вместо лопатки можно использовать обычную ложку. Дополнительно прокручиваю форму руками. Убираю форму суфле в холодильник минимум на 2 часа до полного остывания. В погружной блендер добавляю клубнику. Всыпаю сахар. Пробиваю клубнику в однородное клубничное пюре. Готовый клубничный соус разогреваю в сотейнике до закипания, при этом непрерывно помешивая, чтобы он не подгорел. Как только пошел пар и клубничный соус начал закипать, снимаю с огня и отставляю в сторону. В чашу с водой погружаю желатин, утапливая его в жидкости. Оставляю желатин для набухания примерно на 5 минут. Набухший желатин достаю из жидкости и отжимаю от лишней воды. Добавляю желатин в горячий клубничный соус и перемешиваю, чтобы желатин полностью разошелся в соусе. Оставляю соус при комнатной температуре примерно на 1 час, чтобы он полностью остыл до теплого состояния. Чтобы клубничный соус быстро остыл, рекомендую перелить его из сотейника в другую тару. Теплый клубничный соус выливаю на хорошо остывшее творожно-сливочное суфле. Окончательно убираю чизкейк в холодильник минимум на 4 часа до полного охлаждения. Мой чизкейк простоял в холодильнике всю ночь. Снимаю разъемное кольцо, извлекаю ацетатную ленту. Под песочный корж осторожно вставляю нож и плоский шпатель. Снимаю чизкейк, окончательно освобождаю его от формы. В качестве оформления я использовал дольки инжира.
Вы можете использовать любые фрукты или ягоды по своему вкусу. Украшаю чизкейк сверху дольками инжира. Дополнительно оформляю ежевикой. Сливочный чизкейк без выпечки с клубничным конфи, инжиром и ежевикой – это отличный летний десерт, который понравится всем любителям творожных изделий с ягодами. Творожный сыр с деревенскими сливками гармонично сочетается с ярким вкусом клубничного соуса в виде желе. Десерт получается очень ароматный и по-летнему освежающий. Обязательно готовьте эту вкуснятину и радуйте себя любимых вкусными изделиями в сезон свежих ягод и фруктов. При желании чизкейк можно заморозить до Нового года и удивить всех освежающим десертом с ароматом спелой клубники. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.